Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Тацу – бывший легендарный босс Язуки, известный как Бессмертный дракон. Но однажды он решил бросить свою бандитскую жизнь и стать домохозяином. На первый взгляд Тацу с вытатуированным драконом на спине и жутким взглядом кажется отъявленным гангстером, готовым причинить кому-нибудь вред. Однако на самом деле он просыпается рано утром, чтобы приготовить симпатичные коробки для ланча для своей жены, чтобы взять их с собой на работу. К сожалению, она забывает, что у нее сегодня встреча в компании, и убегает без завтрака. Тацу уже собирается приступить к своим обязанностям по дому, когда замечает, что его жена забыла свою коробку с завтраком. Он быстро упаковывает коробку с завтраком и кладет ее в чемодан, а затем мчится на велосипеде, чтобы доставить ее своей жене. Однако из-за того, что он едет так быстро, его останавливают полицейские, которые задают ему вопросы. Когда он отвечает на их вопросы своей жуткой внешностью, они понимают, что он из банды якудза. Ходят слухи, что он в одиночку уничтожил враждебную банду за одну ночь и получил прозвище «Бессмертный дракон», прежде чем исчезнуть много лет назад. Полицейские испугались, думая, что Тацу может достать оружие из кармана. Однако все это осталось в прошлом, и сейчас он слишком занят, доставляя еду своей жене. К их удивлению, вместо этого Тацу достает купон и пытается подкупить двух полицейских. Когда он приходит в квартиру Тацу, продавец отчаянно ищет, кому бы продать свои поддельные ножи. Он силой врывается в квартиру, когда Тацу открывает дверь. Тацу держит нож, который, как ему кажется, покрыт чем-то, что он считает кровью, и жуткий внешний вид Тацу также приводит его в ужас. Однако, будучи профессионалом, он продолжает предлагать свой продукт Тацу. Тацу, заинтригованный, решает протестировать нож, чтобы определить, является ли это поддельным продуктом. Он использует нож для приготовления стейка для гамбургера и подает его продавцу. К удивлению продавца, стейк ему так понравился, что он напомнил ему о его родном городе. Таким образом, он совершенно забыл о первоначальной цели своего визита, которая заключается в продаже некачественных ножей ничего не подозревающим покупателям. Молодого человека по имени Маса насильно выгнали из магазина. Так случилось, что он оказался одним из бывших соратников Тацу по бандитским временам. После исчезновения Тацу банда распалась, и Маса оказался в тупике, разыскивая территорию конкурирующей группировки и любые признаки присутствия Тацу. К счастью, он замечает Тацу, покупающего овощи на рынке. Маса подходит к нему и начинает рассказывать о своей нынешней ситуации, убеждая Тацу вернуться к своему прежнему статусу бессмертного дракона. Однако Тацу со своим характерным жутким взглядом закуривает сигарету и просит Масу следовать за ним. К удивлению Масы, он ведет его на кулинарный урок. После приготовления дневного рецепта женщины в классе аплодируют кулинарному мастерству Тацу. Маса не может удержаться и ругает его за то, что он оставил свою бандитскую жизнь ради этой. Но Тацу спокойно объясняет, что он больше не гангстер. Теперь его приоритетом является защита своей семьи, и он не может достичь этого с помощью насилия. Маса смеется над заявлением Тацу и выбивает тарелку с едой у него из рук. В ответ Тацу быстро отвешивает Масе пощечину за его дерзость и приказывает ему убрать беспорядок, который он устроил. Однажды, катаясь на велосипеде, Тацу вынужден был резко свернуть, чтобы не сбить кошку, и в итоге врезался в машину. Машина принадлежит гангстеру, который является членом банды Куними, одного из его врагов. Куними сразу же предполагает, что Тацу намеренно пытался убить его, и они с водителем преследуют Тацу. Погоня приводит их в магазин одежды, где, как им кажется, они загнали Тацу в угол. Однако в магазине проводится акция по стимулированию сбыта, и покупатели изо всех сил стараются заполучить товары со скидкой. Тацу приказывает Куними и его водителю присоединиться к потасовке. В конце концов, им удается захватить только футболку, пару носков и перчатки. Тацу ругает их за то, что они лишили его возможности участвовать в распродаже, и напоминает им, что теперь он домохозяин. Куними, не в силах поверить в новый образ жизни Тацу, достает пистолет и направляет его на Тацу, приказывая ему перестать притворяться. Однако Тацу несколькими быстрыми движениями удается повалить Куними на землю и надеть на него перчатки. Он говорит Куними, чтобы тот не снимал перчатки, подчеркивая, что на улице холодно. Это простое действие вызывает у Куними поток воспоминаний, напоминая ему о детстве, когда его матери приходилось экономить деньги, чтобы купить ему перчатки. Переполненный эмоциями, Куними расплакался прямо на месте и решил оставить перчатки себе. Тацу решил зайти в магазин, чтобы купить своей жене Мику ее любимый аниме-сериал. Однако с его устрашающей внешностью и чемоданом на буксире все выглядит так, как будто он участвует в какой-то подпольной сделке. Позже той же ночью Мику возвращается домой с работы только для того, чтобы встретиться с Тацу, который тщательно проверяет ее тело, как будто она преступница, прежде чем позволить ей войти в этот дом. К своему удивлению, она обнаружила, что дом полон украшений. Тацу организовал все это, чтобы отпраздновать ее день рождения,
но здесь царит особая атмосфера празднования в стиле якудза. Даже когда он поет песню, посвященную дню рождения, выражение его лица остается угрожающим, создавая жуткую атмосферу. Затем Тацу вручает Мику подарок, которым оказывается аниме-сериал, который он купил ранее. Благодарная за этот жест, Мику благодарит его, но сообщает, что у нее уже есть эта конкретная серия. Тацу чувствует глубокое разочарование в себе и хочет отрезать себе мизинец в знак раскаяния. Охваченная паникой и недоверием, Мику в ответ бьет его кулаком, отчего Тацу вылетает через стеклянное окно, как птица. На следующий день Тацу звонит Мику и сообщает, что к нему приезжает хозяйка квартиры. Чтобы убедиться, что все чисто, он достает автоматический пылесос и выполняет кое-какую работу. Он следит за работой машины и впечатлен тем, что она может правильно мыть пол. Поняв, что машина пользуется хорошей репутацией, он доверяет ей пропылесосить помещение, но ругает машину, когда понимает, что она не может дотянуться до углов. Он продолжает чистить углы и остальные участки, потому что всегда хочет, чтобы везде было чисто. Неожиданно машина присасывает хвост его кошки, заставляя ее подпрыгивать от страха, и в результате кошка хватается за винный шкаф, отчего тот падает с грохотом. Бутылка попала Тацу в лицо. Как только хозяйка дома приходит в гости, она кричит, увидев, что одежда Тацу и пол испачканы красным. Тацу тоже не помогает ситуации, так как неосознанно делает вид, что на него напали. Соседка просит Тацу присмотреть за ее сыном, которого зовут Рёта, так как ей нужно присутствовать на собрании. Увидев свирепое лицо Тацу, Рёта не осмеливается ничего сказать и в итоге сидит в углу. Чтобы развеять его страх, Тацу приносит тарелку с печеньем, которое он сам испек, чтобы Рёта попробовал. Рёта наслаждается печеньем, и Тацу рад, что оно ему нравится. Малыш больше не боится его, поэтому он приглашает Рёту поиграть с ним в игру. Рёта очень взволнован, думая, что это будут видеоигры, но оказывается, что все это связано с игральными костями, азартными играми, маджонгом. Рёте становится скучно, и он забивается обратно в угол. Внезапно Рёта замечает фигурку куклы из популярного аниме и начинает играть с ней. К сожалению, ситуация принимает другой оборот, когда он спотыкается о собственную ногу и ломает куклу. Тацу сначала следит за тем, чтобы Рёта не пострадала, а потом думает, что делать с куклой, которая принадлежит его жене, и закапывает куклу. Как только он заканчивает закапывать ее, приходит с работы его жена, и он быстро опускается на колени, чтобы извиниться и попросить снисхождения. В конце концов, она дает ему клей, чтобы все исправить. Тацу возвращается с рынка и натыкается на Масу, окруженного членами другой банды. Маса, обрадованный появлением Тацу, подбегает к нему и умоляет о помощи в предстоящей драке. Однако Тацу отвешивает Масе пощечину и говорит ему, чтобы он сам разбирался с ситуацией, раз уж он начал конфронтацию. Другие члены банды вскоре узнают в Тацу печально известного бессмертного дракона, и их страх заставляет их отступить. Однако их босс, разъяренный насмешками Масы, поворачивается и бьет Тацу по голове куском дерева. Несмотря на кровотечение из головы, Тацу остается невозмутимым и сохраняет свое жуткое внушительное поведение. Босс банды, теперь запуганный, пытается ударить Тацу ножом, но Тацу ловко блокирует атаку, используя книгу. Испуганный босс в конце концов решает отступить. Маса наблюдал за спокойствием и собранностью Тацу во время схватки. Это заставило его задуматься, могут ли быть схожие качества и методы, необходимые для того, чтобы быть домохозяином и бессмертным драконом. Он смиренно склоняет голову и просит стать учеником Тацу, желая учиться у него. Позже тем же вечером они вдвоем мастерят красивый деревянный стул. Тацу понимает, что начинает набирать лишний вес, поэтому он решает заняться хула-хупингом в качестве домашнего упражнения. Однако это занятие отвлекает Мику, и она ругает его за это и ведет в фитнес-зал. В спортзале он встречает соседей, которые не ожидают, что он там будет. Все они посещают занятия по танцевальным упражнениям, и хотя Тацу удается не отставать от своих движений. Его вечная улыбка заставляет остальных чувствовать себя неловко, интерпретируя ее как довольно угрожающую. Ободренный соседями, Тацу также решает попробовать занятия йогой. Ко всеобщему удивлению, он безупречно выполняет все позы йоги и даже присваивает каждой позе название, связанное с его прошлым опытом в мире гангстеров. Когда занятие йогой заканчивается, Тацу поздравляет класс, выражая удовлетворение тем, что ему удалось вспотеть. Однако, когда он собирается переодеться, он случайно заходит в женскую раздевалку. В ужасе от собственной ошибки наказывает себя, ударяясь головой о землю. Он даже просит женщин сослать его в горы для дальнейшего самобичевания. Понятно, что это приводит дам в замешательство. Тацу и его жена отправляются за покупками в местный торговый центр. Когда Тацу просит у служащего какой-нибудь белый порошок, тот заметно пугается. Однако Мику поясняет, что он имеет в виду муку. Пока они продолжают ходить по магазинам, Тацу начинает возражать против некоторых вариантов Мику, что приводит к ссоре между ними. Их разногласия привлекают внимание прохожих,
которые, увидев устрашающий внешний вид Тацу, думают, что якудза преследует невинного человека. Мику понимает, что, возможно, именно внешний вид Тацу вызывает пристальные взгляды, поэтому она предлагает ему примерить другую одежду. Однако, независимо от того, что он наденет, кажется, что его гангстерская внешность только усиливается. Тацу, следуя совету Мику, решает сменить свой наряд. Мику довольна тем, что он выбрал розовый фартук с изображением ее любимого персонажа. Она даже просит его принять позу, надевая его. Вид Тацу в его розовом фартуке повергает прохожих в шок, но Мику кажется в восторге от нового образа. Во время похода по магазинам Тацу учит Масу планировать поход на рынок. Однако Маса останавливается, чтобы купить что-нибудь перекусить в продуктовом киоске. Владельцем киоска оказался Тарадзира, также известный как Стальной Кулак Тигра. Тарадзира был главным соперником Тацу со времен якудзы. Тарадзира затаил обиду на Тацу, потому что Тацу был ответственен за разгром его банды, пока Тарадзира сидел в тюрьме. В момент острого соперничества Тацу соглашается на выяснение отношений с Тарадзира. Однако легендарное выяснение отношений – это не физическая схватка, а кулинарное соревнование, чтобы проверить свои кулинарные способности. Когда два бывших гангстера встречаются на кухне, они готовят вкусные блюда, а затем делают идеальные фотографии, чтобы продемонстрировать свои творения в Инстаграм. Спустя 2 часа победителем становится Тацу, у которого на фотографии всего 1 лайк, в то время как блюдо Тарадзира не получает вообще ни одного лайка. Несколько дней спустя Тацу отправляется со своей женой за покупками автомобилей. Мику нравится каждая машина, которую им показывают, но ее муж всегда критикует машины, говоря, что они не подходят для шопинга или потребляют слишком много бензина. Что ему понравилось, так это пикап, который удовлетворял всем их потребностям, не расходуя бензин, и был удобен для поездок за покупками. Однако для дам внешний вид очень важен, поэтому Мику совсем не нравится эта машина. В конце концов, продавщица выбирает машину, которая привлекает внимание и имеет большой багажник. Она нравится им обоим. Но когда Тацу просит взять ее на тест-драйв, он начинает осматривать машину в поисках какой-либо потенциальной шпионской техники. Как только они начинают тест-драйв, Мику напоминает ему, что нужно быть внимательным и готовым ко всем ситуациям. Однако, как только он видит охранника, он думает, что тот наемный убийца, пытающийся его убить. Отъезжая, чтобы избежать встречи с предполагаемым охранником-убийцей, он видит проходящего мимо старика, и он также думает, что старик – наемный убийца, целящийся ракетой в машину. В конце концов, он понимает, что все эти сценарии нереальны, и отказывается от идеи купить машину. Однажды Тацу заезжает в гости к Масе домой. Тацу недоволен кучей белья в доме, его, вероятно, не стирали уже месяц. Маса собирается бросить все это в стиральную машину, когда Тацу дает ему пощечину, говоря, что он делает это неправильно. Затем Тацу начинает складывать одежду в стиральную машину и руками соскребает стойкие пятна с другой одежды, в то время как Маса делает пометки. Они заканчивают стирку и развешивают ее сушиться, но ветер сдувает одну из них, и Масе приходится идти за ней. Несколько месяцев назад Мику сказал Тацу избавиться от домашних гаджетов, которые он купил, но которыми не пользовался. Так вот, сейчас Тацу находится на блошином рынке, пытаясь продать эти гаджеты, но с тех пор он ничего не продал. Приходят какие-то головорезы и требуют, чтобы торговцы заплатили свои взносы за использование этого района в качестве торговой площадки. Однако, когда главарь головорезов видит Тацу, у него начинают дрожать ноги. Затем Тацу уводит их, чтобы уладить дело. Тацу предлагает ему кое-какие приспособления, но все, о чем может думать этот главарь головорезов, это то, что Тацу собирается использовать эти приспособления, чтобы пытать его. В конце концов, у него подкашиваются ноги, и он теряет сознание, в то время как Тацу просто оставляет ему гаджеты перед уходом. Однажды, когда он поливал растения, 2 полицейских наблюдают за ним, предполагая, что он, должно быть, выращивает запрещенные растения. Через некоторое время они видят, как он выходит из дома с темным портфелем в руках. Полицейские немедленно следуют за ним. Мгновение спустя они видят, как он незаметно протягивает Масе маленькую сумку. Чтобы собрать больше улик, они следуют за этими 2 в переулок и видят, как они заходят в небольшой магазин с табличкой «Закрыто». Один из полицейских немедленно врывается в магазин с намерением поймать их с поличным. Однако оказывается, что они просто празднуют день рождения хозяйки. В том маленьком пакетике, который, как они думали, содержал запрещенные товары, на самом деле было несколько листьев базилика. В чемодане, который, как они думали, содержал деньги, оказалась всего лишь ароматическая ваза, предназначенная в качестве подарка на день рождения хозяйки кресла. Главарь бандитов, у которого задрожали ноги, когда он увидел Тацу, все еще был зол из-за всей этой ситуации. Так что он тренировал свои ноги и принимал добавки, чтобы они стали сильными и больше не дрожали. Но когда он вышел, чтобы отомстить, он сразу же издалека увидел Тацу. Его ноги подкосились, и он упал на землю. Тацу в последнее время стал очень активным, присоединившись к домохозяйкам, чтобы поиграть в волейбол. В этот день команда домохозяек должна была играть против другой команды, но они не ожидали, что там будет команда медведей. Они были настоящими гангстерами. Матч начался, и Тацу с помощью всех остальных попытался взять верх над другой командой, но команда медведей также удерживали свои позиции, благодаря чему обе команды были равны по силам. В конце концов, команда медведей выходит победительницей. Тацу опускается на колени и возлагает всю вину за поражение на себя,
но лидер команды медведей протягивает руку, чтобы помочь ему встать, признавая, что это была отличная игра. В конечном счете обе команды поздравляют друг друга и делают совместные фотографии на память. Мику возвращается с работы и видит, как ее муж ведет переговоры с продавцом мяса. Позже они оба идут домой пешком, но перед этим Тацу спрашивает, могут ли они ненадолго зайти в другие магазины. Мику не может разобраться в ситуации, так как Тацу и продавцы, похоже, разговаривают шифром. После завершения миссии он рассказывает, что собирал марки, предназначенные для счастливого розыгрыша. В ответ она следует за ним к лотерейному киоску. Мику нравится первый приз – отпуск на Гавайях, и ей также нравится второй приз – телевизор. Однако Тацу претендует на третий приз – пылесос. Учитывая, что этот день последний, это его 10-я попытка, Тацу надеется, что на этот раз он получит его. Но после вращения он получает 5-й приз – милую мягкую игрушку, которую так любит Мику. Хотя он и проигрывает боссу лотереи, он заявляет, что выиграл, потому что смог заставить свою жену улыбнуться. Когда она слышит эти пошлые слова, она бьет его за то, что он заставил ее стесняться на улице. Родители Мику внезапно объявляют, что заедут к ним в гости. Эта неожиданность заставляет ее немного поволноваться, но Тацу уверяет ее, что беспокоиться ни о чем, так как он обо всем позаботится. Как только приезжают ее родители, он приносит чай и пирожные, которые сам испек, чтобы угостить их. Его теща неожиданно хорошо ладит с ним благодаря его навыкам ведения домашнего хозяйства. Она даже просит его научить ее нескольким кулинарным рецептам. Свекор Тацу интроверт. Несмотря на то, что он действительно хочет участвовать в рассказах каждого, он не знает, как начать разговор. Поразмыслив некоторое время, он наконец находит тему для разговора, но Тацу, похоже, не понимает, что на самом деле имеет в виду его тесть. В конце концов, он приглашает Тацу поиграть с ним в мяч, потому что надеется, что если бы у него был сын, он бы так и поступил. Я играл с ним в эту игру. Они отправляются в парк поиграть в мяч, и тесть надеется укрепить свою связь с Тацу. Тацу не понимает, как играть в мяч для ловли мяча. Вместо того, чтобы бросить мяч обратно, он бежит к своему тестю, чтобы вернуть мяч, как собака сделала бы со своим хозяином, когда ему велят принести это. Тесть сдается, и когда Тацу спрашивает, тесть объясняет, как играют в мяч. Однако после первого же броска Тацу отбрасывает его на дерево, что производит на него впечатление. Мику только что вернулся домой с работы и застал Тацу сидящим посреди хаотичной сцены. Она слышит, как он утверждает, что сзади прилетела шальная пуля, но оказывается, что на самом деле это не пуля, а таракан. Тацу схватил спрей от насекомых, но, к сожалению, баллончик пуст. Таракан все еще жив и поднялся в воздух, летая вокруг. Мику не может сидеть сложа руки, особенно когда таракан приземляется на ее любимую куклу полицейского. Тацу пытается отогнать таракана, но тот неожиданно приземляется ему на грудь. Тацу, демонстрируя непоколебимую решимость, просит Мику сделать все возможное, чтобы уничтожить насекомое. Она набирается смелости и хватает газету, готовясь ударить таракана изо всех сил. Она делает отличный замах, но совершенно не попадает в таракана и вместо этого попадает Тацу в лицо. Несмотря на это, Тацу остается непреклонным. Он решает зажечь благовоние, чтобы отпугнуть таракана, так как известно, что этим насекомым не нравится запах ароматических масел. Вот и наступило Рождество. Тацу надевает фартук Санта-Клауса, чтобы перевоплотиться в персонажа Санта-Клауса и доставить подарки на рождественскую вечеринку для детей на своей улице. Когда он появляется, дети не верят, что он Санта-Клаус, но он просит их называть его бессмертным Клаусом и спрашивает, видели ли они его раньше. Был хорошим или непослушным. В конце концов, вместо подарков он преподносит им потрясающую еду, которая детям очень нравится. Как только становится поздно, он прощается с детьми и возвращается на своем велосипеде за покупками. Тацу решает устроиться на неполный рабочий день в кофейню. В его первый рабочий день в кофейню приходят два довольно необычных посетителя. Два гангстера, один постарше, другой помоложе. Старший гангстер хочет поделиться с младшим мудростью крутого парня. Однако, когда они видят, как Тацу подает воду, они оба поражены тем, насколько он похож на настоящего гангстера. Все становится еще интереснее, когда Тацу готовит для них кофе-латте, украшенный очаровательным рисунком котенка. Удивительно, но младший гангстер ценит этот милый штрих, но его босс ругает его, настаивая на том, что ему нужно поддерживать имидж крутого парня. Когда дело доходит до заказа еды, младший гангстер просит омлет с рисом, и Тацу подает его с уникальной изюминкой. Он пишет «гангстер», используя соус на тарелке. Блюдо. Позже босс сделал заказ на особый клубничный десерт, показав, что он тоже любит клубничный десерт. Милые и восхитительные угощения. Босс нетерпеливо поднимает руку, когда подают десерт, и они оба полностью наслаждаются едой, покидая кофейню довольные и счастливые. Благодаря своей работе на полставки, Тацу может заработать достаточно денег, чтобы купить подарки своей жене. Каждый раз, когда Мику приходит домой с работы, она очень устает. Сегодня Тацу готовит настоящий праздник из продуктов, повышающих энергию, чтобы накормить свою жену. После еды он также готовит лимонную кислоту и лимонный сок, чтобы приготовить для нее лимонад,
так как это очень хорошо снимает усталость. Он даже помогает своей жене делать массаж, чтобы ей было как можно комфортнее. Однако чрезмерная забота заставляет ее чувствовать себя некомфортно, хотя она больше не испытывает стресса. Она решает выбросить все из головы и принять душ, что является самым освежающим вариантом. Тем временем Тацу делает себе такой же массаж и выпивает немного лимонада. Однажды, когда он зашел в супермаркет, он встретил Хибари Тории, который тоже из конкурирующей банды. Она узнала легендарного бессмертного дракона из прошлого, но то, что две знаменитые фигуры гангстерского мира теперь носят фартуки, делает встречу неловкой. Поскольку банда Тори распалась, Хибари и несколько мужчин из клана решают работать в супермаркете, чтобы выжить. Но прожив всю свою жизнь состоятельным человеком, она редко вмешивается в простые вопросы повседневной жизни. Недостаток опыта заставляет ее с трудом справляться с задачей маркировки и расстановки товаров на полках. Она делает это неправильно. В итоге Тацу переставляет банки и исправляет свою ошибку. Во время оформления заказа она случайно дважды берет с Тацу деньги за один и тот же товар. Когда он просит внести исправление, ее коллеги сначала хотят возразить ему, но она признает свою ошибку, извиняется и быстро возвращает переплаченную сумму по его счету. Маса отправляется в дом Тацу с намерением устроить для него сюрприз на день рождения. Когда дверь открывается, его встречает Мику и представляет себя. Маса рассказывает о своих планах на день рождения Тацу, и Мику признается, что она планировала то же самое еще до его приезда. Они решают объединить усилия и вместе подготовиться ко дню рождения Тацу. Мику начинает с нарезки ингредиентов для торта, но похоже, она хочет изрубить всю разделочную доску. При приготовлении торта она насыпает столько муки, что она рассыпается, и в итоге часть продуктов даже подгорает. В итоге их усилия приводят к хаосу, и они отказываются от своих приготовлений. Когда Тацу возвращается, он потрясен, обнаружив в доме беспорядок. Он начинает все делать сам, начиная с уборки и заканчивая украшением и даже приготовлением собственного праздничного торта. Тацу приводит себя в порядок и поет свою собственную версию песни Happy Birthday, которая имеет несколько мрачный оттенок, как и его обычный стиль. Затем Мику и Маса вручают Тацу свои подарки. Мику дарит ему ожерелье, а Маса – очки. Тацу примеряет оба аксессуара одновременно, и они оба сходятся во мнении, что аксессуары ему идеально подходят. Бывший босс Тацу неожиданно наносит ему визит. С тех пор, как Тацу ушел из банды, его пути с бывшим боссом не пересекались. Они разговорились после того, как Тацу тщательно убрал собачью шерсть с одежды своего босса. Во время их беседы Тацу удивил босса, подарив симпатичный свитер для собаки босса. Босс в восторге от того, как этот наряд смотрится на его питомце, и не может удержаться, чтобы не сфотографироваться со своей любимой собакой. Как раз в тот момент, когда босс собирается обсудить причину своего визита, к нему подходят соседи. Одна из соседских дам обращает внимание на то, что собака босса, по-видимому, имеет недостаточный вес. Тацу без колебаний приступает к делу и тут же на месте готовит здоровую еду для собаки. Собака с жадностью поглощает еду к всеобщему удовольствию. В конце концов босс уходит, так и не передав сообщение о том, что вышестоящее начальство хочет вернуть Тацу в банду. Вместо этого, увидев новую жизнь и довольство Тацу, он просто замечает, что Тацу именно там, где ему и положено быть. Однажды утром, когда Тацу ходил по магазинам, к нему в панике подбегает Мику и срочно уводит его, чтобы он пришел что-то посмотреть. Он понимает, что она хочет, чтобы он стал свидетелем косплея в прямом эфире по ее любимому аниме, который проходит в торговом центре. Косплееры разыгрывают сцену драки. Ведущий объявляет, что им нужен ребенок-доброволец, чтобы присоединиться к героям на сцене и сразиться. В конце концов, они награждают ребенка фотографией с кумирами. Мику не может участвовать, потому что она взрослая. Однако, зная, как сильно этого хочет его жена, Тацу поднимает руку, и, к его удивлению, его выбирают. Ведущий, скорее всего, выбирает его из-за его устрашающей внешности. Когда Тацу выходит на сцену, зрители предвкушают, как он будет помогать героям. Однако, вместо того, чтобы вступить в бой, он спрашивает о том, кто инициировал драку, и спокойно говорит о том, что насилие не решит никаких проблем. Ко всеобщему изумлению, он расстилает на сцене скатерть с аккуратно расставленными чашками чая, а затем быстро разливает чай по чашкам. Затем Тацу приглашает обе команды сесть и выпить чашечку чая вместе, стремясь способствовать примирению. Хотя его метод и нетрадиционный, в конечном итоге он позволяет Мику осуществить свою мечту и встретиться со своими любимыми аниме-кумирами. Маса только что получил микроволновую печь и решил позвать Тацу, чтобы узнать, как правильно ею пользоваться. Тацу искренне поражен разнообразием функций нового прибора. Чтобы опробовать его, он решил испечь хлеб в микроволновой печи. Тацу с энтузиазмом собирает все необходимые ингредиенты и начинает готовить тесто. Он месит его изо всех сил. Когда он просит Масу принести полиэтиленовую пленку, чтобы дать тесту отдохнуть,
Маса случайно натыкается на проволоку, в результате чего микроволновая печь падает на пол. На землю. К сожалению, микроволновка повредилась при падении. Несмотря на это происшествие, Маса быстро извинился перед Тацу, который заверил его, что все в порядке. Тацу достает рисоварку, выбирает необходимые настройки и использует ее для выпечки хлеба. Через 1,5 часа хлеб в форме медвежьей морды получается очень вкусным. Тацу украшает хлеб, а Маса, пораженный вкусом хлеба, не может дождаться и пытается откусить кусочек. Однако хлеб обжигающе горячий, из-за чего Маса бросает его прямо в лицо Тацу. Пока Тацу сушил одежду на улице, он вдруг заметил дым, который шел из дома его соседа Боба. Обеспокоенный тем, что может произойти пожар, Тацу поспешил выяснить, в чем дело, но обнаружил, что Боб на самом деле жарит мясо на гриле в помещении. Боб, передавая теплое приглашение, просит Тацу присоединиться к нему, и Тацу с радостью соглашается, готовый отведать вкусного мяса. Однако, когда они пытаются откусить первый кусочек, густой дым, заполняющий комнату, не дает возможности насладиться вкусом мяса. Они должны открыть дверцу, чтобы дым рассеялся, а затем использовать воду для тушения углей, очищая воздух и повреждая мясо. Тацу спрашивает, почему Боб готовит на гриле в помещении, и Боб объясняет, что он тоскует по дому и скучает по барбекю своего отца с их родины. Поэтому он хотел, чтобы воссоздать этот опыт. Тацу решает взять дело в свои руки и выводит Боба во двор, чтобы продолжить готовить мясо на гриле. Вместе они готовят барбекю, доводят мясо до совершенства и дают ему остыть. Однако их приключение с барбекю принимает неожиданный оборот, когда прибывает полиция и сообщает им, что готовить барбекю на открытом воздухе незаконно. Совершая бескорыстный поступок, чтобы Боб мог насладиться мясом, которого он так жаждал, Тацу мешает полицейским помешать приготовлению барбекю. Но несмотря на все его усилия, когда Боб наконец собирается съесть мясо, он не может заставить себя это сделать, потому что оно приготовлено с редкой стороны, напоминающей суши, а не традиционное барбекю. Мику получает от подруги по работе билет на посещение тематического парка на ферме и приглашает Тацу присоединиться к ней. Поначалу Тацу сопротивляется, потому что не верит, что парк подходит для их возраста, но в конце концов соглашается сопровождать ее. Они проводят день в парке, фотографируясь, посещая зоопарки для животных и исследуя различные забавные аттракционы. Когда Мику начинает испытывать голод, Тацу упоминает, что еда в таких заведениях обычно дорогая, и рассказывает, что заранее приготовил ланч для них обоих. Мику игриво подразнивает его, намекая, что парк, похоже, интересует его больше, чем ее. Это приводит к беззаботному спору, но Тацу не требуется много времени, чтобы открыться и признать правду. Выросший в подполье, он никогда не бывал в таком месте, как это, и он искренне благодарен Мику за предоставленную ему такую возможность. Несмотря на то, что пара запланировала еще несколько мероприятий на вторую половину дня, дождь начинает накрапывать и не собирается прекращаться. Обескураженные, они возвращаются домой под дождем с подавленным настроением. Когда они возвращаются домой, все еще пребывая в мрачном настроении, они решают лечь спать. Несколько дней спустя пара отдыхает на пляже, а Тацу пробует свои силы в игре, разбивая арбузы. После того, как он успешно разбил арбуз и получил от этого удовольствие, внезапно откуда ни возьмись в Тацу летит случайный волейбольный мяч и бьет его по лицу. К его удивлению, это оказывается команда медведей, против которой он играл вместе с домохозяйками несколько дней назад. Босс медведей, помня о предыдущем поражении Тацу, предлагает ему провести матч-реванш, предлагая встретиться лицом к лицу в любой день, который он выберет. Когда Мику узнает об этом, она, не колеблясь, ругает Тацу, напоминая ему, что он мужчина, и призывая его немедленно провести матч-реванш. Она с энтузиазмом тащит его в медвежью команду и объявляет об их желании провести матч-реванш. Обе команды играют с большим энтузиазмом, причем Мику даже выкрикивает название приемов подачи, чтобы мотивировать себя и побудить Тацу сделать то же самое. По мере того, как игра набирает обороты, Мику вот-вот поразит мощный удар босса медведя. Тацу знает, что его жена не сможет блокировать удар, поэтому он бросается вперед и прикрывает ее своим телом от летящего мяча. Мяч еще не коснулся земли, и Мику, полной решимости удержать его в игре, служит трамплином для Тацу, чтобы сделать решающий бросок. Но прежде чем он успевает упасть на землю, его жена подхватывает его на руки. Благодаря объединенной силе мужа и жены, они выходят победителями в поединке, ошеломив команду медведей. Тарадзиро пришел к осознанию того, что его блинный бизнес процветает не очень хорошо. Поэтому он решил переключиться на приготовление чая с молоком из тапиоки, следуя тренду, поскольку именно его покупают люди. Однако единственный человек в округе, который знает, как лучше всего приготовить тапиоку, это Тацу. Несмотря на свое первоначальное нежелание, у Тарадзиро нет другого выбора, кроме как набраться смелости и обратиться за помощью к Тацу. Скрипя сердце, Тацу соглашается помочь Тарадзиро и ведет его на встречу с уличным торговцем, который может подсказать, где достать необходимые ингредиенты для приготовления тапиоки. Разочарование Тарадзиро растет, когда они оказываются в обычном магазине выпечки, и он хватает Тацу за рубашку, думая, что Тацу играет, это была шутка над ним. Тараджиро утверждает, что тапиока должна быть похожа на жемчужины, маленькие и круглые.
Тацу настойчиво объясняет, что тапиоку готовят из теста из муки, воды и сахара, а затем формуют в маленькие шарики, похожие на жемчужины. Благодаря совместным усилиям этих двух бывших известных гангстеров, ставших шеф-поварами, они успешно готовят тапиоку. Они пробуют свое творение и поражаются тому, насколько оно вкусное. Они собираются открыть свой бизнес по производству чая с молоком из тапиоки, но нескольких потенциальных покупателей отпугивает их устрашающий внешний вид, из-за чего они уходят. К счастью, группа гангстеров в конце концов заходит к ним и покупает 6 чашек их чая с молоком из тапиоки. Тацу решает отвезти массу в магазин стоимостью 100 иен, где продается множество полезных предметов домашнего обихода. Поначалу Массе кажется, что магазин его не интересует, но Тацу тут же отвешивает ему звонкую пощечину, чтобы подчеркнуть важность этих доступных инструментов и предметов. Чтобы проверить, справляется ли Масса со своей домашней работой или нет, Тацу начинает расспрашивать его о различных предметах домашнего обихода в магазине. Когда Тацу указывает на фильтр для стиральной машины, Масса уверенно заявляет, что это удобная сетка для ловли насекомых. Однако, по мере того, как Тацу продолжает задавать вопросы о различных предметах, таких как устройство для нарезки яблок, ответы Массы становятся все менее точными. Он называет устройство для нарезки яблок ручкой чего-либо и допускает аналогичные ошибки в отношении других предметов. После этого раунда расспросов Масса вынужден признать, что в последнее время он не принимал активного участия в работе по дому. Тацу, проявляя понимание, уверяет Массу, что потребуется время, чтобы привыкнуть к этому, а затем вручает ему кучу вещей стоимостью 100 иен, чтобы он взял их домой. Намереваясь заняться домашними делами, для него это проще и управляемее. Однажды ночью, когда Мику спала, она услышала звуки, которые доносились из их комнаты. Ей стало любопытно. Она встала с кровати и увидела, что Тацу напряженно над чем-то работает. Оказывается, Тацу пригласили в детский сад в качестве аниматора для детей. Он провел всю ночь, работая над самодельной версией истории Момотаро, которую он написал сам. Тацу начинает свой рассказ. Давным-давно жили-были босс и его жена. Как супружеская пара, они были довольно бедны, поэтому босс часто отправлялся в горы рубить дрова, чтобы заработать на жизнь. Однажды хозяйка принесла огромный персик, думая, что это еда. Но как только они его открыли, из него появился ребенок. Они приняли его и назвали Момотаро, воспитывая как своего собственного. По мере того, как Тацу продолжает, он объясняет, как Момотаро быстро превращается в молодого человека. Из-за того, что демоны причиняют беспокойство стране, Момотаро решает отправиться на поиски, чтобы победить этих злобных существ. По пути он встречает собаку и еще одного компаньона, которые объединяются в трио, чтобы противостоять банде демонов. Они пересекают море, чтобы сразиться с демонами, и в конце концов выходят победителями. Главарь бандитов сдается и просит сохранить ему жизнь. Прежде чем Тацу успевает закончить рассказ, объяснив, что злой мастер совершает сэппуку, воспитатели в детском саду прерывают его. Они выбрали более веселую концовку сказки ради юной аудитории. Тацу обнаруживает, что сидит и болтает с группой домохозяек в кафе. Он делится историями о своем прошлом и о многочисленных непосильных задачах, которые ему приходилось выполнять в бытность гангстером. Однако, когда он рассказывает о своей тяжелой работе, дамы за столом ошибочно полагают, что он имеет в виду Мику, которая командует им. Они думают, что она грозная и требовательная жена. Чтобы еще больше запутать ситуацию, когда Мику звонит и заказывает на ужин лапшу удон, она дает Тацу конкретные инструкции о том, как она хочет ее приготовить. К сожалению, Тацу не включает громкую связь на телефоне. Соглашаясь с ее инструкциями, он неосознанно использует фразы, которые гангстер мог бы использовать, когда говорит о том, чтобы покончить с кем-то. Это наводит дам на мысль, что у этой пары есть зловещие намерения причинить кому-то вред. Прежде чем уйти, дамы все же хотят спросить Тацу, что произошло. Но он продолжает говорить невнятно, объясняя, что Мику нужно, чтобы он что-то растер, и ему нужно быстро с этим справиться. Обеспокоенные дамы заверяют Тацу, что если он когда-нибудь столкнется с трудностями, он должен без колебаний обратиться к ним за помощью. Тацу выходит купить замороженного мяса со скидкой, когда неожиданно встречает Года из банды Хикара, человека, которого он ранее преследовал. Сначала он думает, что Года может захотеть отомстить. К его удивлению, Года достает микрофон и превращается в профессионального рэпера. Он использует рэп, чтобы поделиться своей историей несчастья после того, как его обидел Тацу. Без колебаний Тацу охотно берет микрофон и начинает читать рэп, подражая мастерству Года. Однако Тацу с юмором рассказывает о своей домашней работе, и они продолжают читать рэп еще некоторое время. Все больше людей собирается посмотреть на их импровизированную рэп-битву. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда Тацу критикует рубашку Года за то, что она уродливая, из-за чего Года чувствует себя подавленным. Тацу, осознав, что зашел слишком далеко, шокирует всех, принося искренние извинения. Затем он предлагает им начать
все сначала, на этот раз используя мясо в качестве темы своего рэпа. Мясник, работающий неподалеку, увидев толпу, приходит разобраться. Тацу в своем рэпе о мяснике переходит черту, которая приводит к тому, что мясник в знак протеста дает ему пощечину. Года, все еще чувствуя себя подавленным, не может найти слов, чтобы продолжить, и опускается на колени, признавая свое поражение. Наконец, мясник берет микрофон и начинает петь свою собственную песню о мясе, что неожиданно завершает их рэп-баттл. Мику собирается в командировку, и Тацу начинает спрашивать ее, собрала ли она все необходимое. Мику заверяет его, что с ней все будет в порядке, и напоминает ему, чтобы он не беспокоился в течение дня. Приняв ее совет близко к сердцу, Тацу решает сделать перерыв в своей обычной строгой уборке. Вместо того, чтобы стирать одеяло, как он делает каждый день, он использует ароматизированный спрей, чтобы освежить его. Вместо того, чтобы аккуратно снимать одежду с вешалки, на этот раз он не складывает ее перед тем, как повесить в шкаф. Он предпочитает простую еду, чашку лапши быстрого приготовления на обед, а не домашнюю еду. Пока он ест лапшу, Маса наносит ему визит. Узнав, что Тацу находится в мини-отпуске от домашних забот, Маса решает показать ему, что значит настоящий отдых. Он заставляет Тацу присоединиться к нему и поиграть в видеоигры. Позже он даже приглашает их соседа Боба поиграть в ПНИ банку. Однако Тацу, не привыкший к необычному безделью, выражает желание пойти домой и заняться какой-нибудь работой по дому, но Маса настаивает, чтобы он остался на месте и расслабился. Собственная лень Масы берет над ним верх, и он засыпает почти мгновенно. Тацу, с другой стороны, просто не может усидеть на месте. Его трудолюбивая натура заставляет его стремиться к уборке. Маса просыпается как раз вовремя, чтобы остановить его. Маса обещает не позволять Тацу работать, пугая трудолюбивого домохозяина. Приближается конкурс костюмов на Хэллоуин по соседству, и Мику хочет, чтобы они приняли в нем участие. Когда Тацу узнает, что приз за второе место — годовой запас риса, он с энтузиазмом соглашается присоединиться. Готовясь к конкурсу, они понимают, что другие члены банды, включая Мистори и Традзира, также охотятся за желанным призом в виде годового запаса риса. В то время как другие члены банды, включая Мистори и Традзира, также охотятся за желанным призом в виде годового запаса риса. Мику положила глаз на поездку на горячие источники для победителя, занявшего первое место. В преддверии празднования Хэллоуина семья Тории начинает увлекательную игру с вычислением скорости, в которой старшая сестра Тории умеет печатать на машинке с молниеносной скоростью. Однако ее скорость настолько поразительна, что кажется, сезон мандаринов закончится раньше, чем она закончит. Далее Традзира одевается как жертва многочисленных ножевых ранений, но его ужасный внешний вид приводит к быстрому удалению со сцены. Маса опаздывает, из-за чего его пропускают, и они переходят к четвертому участнику, паре Тацу, одетых как тыквы. Они пекут печенье в форме тыквы прямо на сцене во время выступления и даже подкупают 3 судей этим печеньем, но победа ускользает от них. В конечном счете 9-я участница, милая маленькая девочка, одетая как летучая мышь, забирает домой приз. И ни один из членов банды не выигрывает желанное второе место. Призовое место. Пара Тацу решает насладиться трапезой по системе шведский стол, и Тацу полон решимости максимально использовать свои деньги. Тацу тщательно рассчитывает, как удовлетворить свой желудок, не переедая. Он продумывает, с каких блюд начать, чтобы не наесться слишком быстро. Однако, как только он подходит к буфету и видит огромное количество вкусных блюд, он отказывается от своих планов. В итоге он заваливает едой весь стол, смакуя каждое лакомство, несмотря на то, что уже чувствует себя сытым. Аппетит Тацу кажется ненасытным, и он не может устоять перед искушением отведать десерт. Неожиданно, когда Тацу был на раздаче десертов, он столкнулся с Традзира. Двое мужчин затеяли игривую потасовку из-за того, кому достанется кусочек с десертной тарелки. К сожалению, любящие десерты тетушки в буфете забирают все и не оставляют им ни кусочка, чтобы они могли насладиться. Когда они возвращаются к обеденному столу, Мику показывает тарелку с десертом, которую она взяла ранее, и приглашает Тацу разделить его с ней, вызывая слезы благодарности на его глазах. Глаза. Родители Мику пришли навестить ее. Они привезли с собой кое-какие продукты, и ее отец спросил Тацу, могут ли они приготовить что-нибудь горячее. Тацу соглашается, но когда он собирается отправиться на кухню, чтобы приготовить это, его тесть настаивает, что ему нужно отдохнуть, и вызвался заняться готовкой сам. Однако оказывается, что тесть Тацу довольно неуклюж на кухне. Пытаясь обработать ингредиенты, тесть Тацу заканчивает тем, что режет овощи вместе с разделочной доской и создает настоящий беспорядок, напоминающий стиль приготовления пищи Мику. Его попытки вымыть овощи приводят только к тому, что вода разбрызгивается повсюду, заставляя Тацу все больше беспокоиться о состоянии посуды. Кухня. Тацу пытается убедить своего тестя позволить ему взять на себя руководство, но, к его удивлению, Мику заходит на кухню, засучивает рукава и присоединяется к ней. Отец занимается кулинарией. Эта двойная неприятность на кухне только усугубляет
наступает хаос. Они оба лепят из мяса большие шарики и даже подумывают о том, чтобы бросить их прямо в горячую кастрюлю, к большому разочарованию Тацу. Он в ужасе наблюдает за происходящим, но успевает вмешаться как раз вовремя, чтобы предотвратить это. Как раз в тот момент, когда кажется, что они собираются добавить в кастрюлю еще больше ненужных ингредиентов, мама Мику вбегает на кухню и приходит на помощь. Ее вмешательство спасает и кастрюлю, и кухню от дальнейших неприятностей. Тацу не может не восхищаться своей свекровью, признавая в ней воплощение истинной домохозяйки, которая знает, как справиться с хаосом на кухне. Однажды, когда Тацу возвращался домой с рынка, он внезапно почувствовал, как на него накатывает волна головокружения, понимая, что у него, возможно, начинается лихорадка. Он быстро добирается домой и готовит отвар из воды, лимона и меда, чтобы укрепить свою иммунную систему. По его мнению, это похоже на битву со случайными вирусами, вторгающимися в его организм, и он полон решимости выйти победителем. Чтобы еще больше ускорить свое выздоровление, Тацу также использует увлажнитель воздуха и отпариватель для лица. Однако его попытки самолечения принимают неожиданный оборот. Он выпивает чашку воды, смешанной с лекарством от простуды, в надежде облегчить свои симптомы, а затем ложится спать, пытаясь восстановить силы. К сожалению, вместо улучшения его температура подскакивает с 37 до 39 градусов по Цельсию. Он слабеет и в конце концов падает в обморок на пол. Когда он приходит в сознание, то обнаруживает, что его жена прикладывает холодное полотенце к его лбу. Тацу пытается преуменьшить значение своей болезни, но его жена твердо настаивает на том, что ему нужно отдохнуть. Несмотря на ее нежную, но твердую настойчивость, у Тацу нет другого выбора, кроме как лежать неподвижно и позволить себе восстановиться. Тем временем Мику готовит специальный овощной и фруктовый сироп и с силой вливает его в рот Тацу. Поначалу Тацу боялся, что эта смесь приведет его к смерти, но, к его удивлению, на следующее утро его состояние улучшилось. Однако сейчас у него немного болит живот. Наступил Новый год, и вокруг царит атмосфера возбуждения. Несмотря на свои финансовые трудности, Маса с нетерпением направляется в дом Тацу, надеясь раздобыть немного денег для себя. Войдя внутрь, он застает пару, поглощенной традиционной практикой каллиграфии. Почувствовав желание намекнуть, Маса решает написать «денег нет» на своем собственном произведении каллиграфии. У него есть явное намерение намекнуть на получение каких-то счастливых денег на Новый год. Однако Тацу, похоже, не понял намека. Несмотря на это, у Масы громко заурчало в животе, и он воспользовался возможностью упомянуть, что у него нет денег и он не может позволить себе купить еду. В ответ Тацу решает пригласить его испечь пирожные моти, которыми они позже наслаждаются вместе. После этого они вдвоем весело проводят время, играя в бадминтон и пытаясь запустить воздушного змея. На протяжении всей их деятельности Маса намекает на свое финансовое положение, но, похоже, Тацу либо не замечает этого, либо никак не реагирует. В конце концов, Маса отказывается от своих тонких намеков, когда Тацу щедро дарит Рёте немного денег на Новый год. Маса, Тацу и Мику решают пойти в бар и хорошенько выпить. Они начинают с того, что пробуют немного сладкого рисового вина, но на этом не останавливаются. Вместо этого они продолжают баловать себя новыми напитками. По мере того, как ночь подходит к концу, действие алкоголя становится очевидным. Мику, которая безудержно смеялась с тех пор, как начала пить, не может остановиться. Тацу, с другой стороны, достиг такого состояния опьянения, что спит с открытыми глазами, все еще стоя. Тем временем Тарадзира, который случайно оказался в том же баре, начинает плакать по малейшему поводу. Маса должен взять ситуацию в свои руки. Он управляет их выходками до тех пор, пока каждый из них в конце концов не теряет сознание от истощения или в некоторых случаях от рвоты из-за чрезмерного употребления алкоголя. На следующее утро Тацу и Мику почувствовали облегчение после того, как выпили по миске супа от похмелья, чтобы облегчить их дискомфорт после предыдущей ночи. Тацу участвует в своем кулинарном мастер-классе, когда, к его удивлению, в классе присутствует еще один человек по имени Хирона, который также изо всех сил старается приготовить шоколадный торт. Однако подход Хирона к выпечке довольно агрессивный, и он создает настоящий бардак. Тацу не в восторге от сложившейся ситуации, но он хочет предложить свою помощь. Когда Тацу предлагает помочь Хирона, тот сначала отказывается. Однако ситуация меняется к худшему, когда агрессивное обращение Хирона с тестом для торта приводит к тому, что оно опрокидывается. Видя беспорядок и чувствуя разочарование Хирона, Тацу решает завязать разговор. Тацу спрашивает Хирона о причине его желания испечь, и Хирона говорит, что хочет испечь шоколадный торт для кого-то особенного в этот день Святого Валентина. Тацу со свойственной ему мудростью объясняет, что приготовление пищи с любовью от всего сердца – это секрет великолепной кулинарии. Затем он решает протянуть руку помощи Хирона в приготовлении торта, а также закончить свой собственный торт для Мику. Оказывается, на самом деле Хирона испек торт для своего босса Куними, а не для красивой девушки. Несмотря на то, что Куними не показывает этого открыто, он действительно рад получить торт. У Мику есть подруга по
по имени Юрика, которая является домохозяйкой, но с трудом справляется со своими расходами. Мику рекомендует своего мужа Тацу как человека, который может помочь с финансовыми вопросами, поэтому Тацу принимает участие в оказании помощи Юрика в ее финансовом положении. Сначала Тацу просит Юрика оценить ее физическое состояние, потому что им нужно будет использовать свое тело, чтобы сэкономить деньги. Юрика колеблется, опасаясь, что ее могут втянуть во что-то неподобающее, но оказывается, что Тацу просто хочет, чтобы она воспользовалась своим велосипедом, чтобы воспользоваться более дешевыми предложениями в супермаркете. Далее Тацу учит Юрика, как экономить воду в доме, начиная с мытья посуды и заканчивая правильным спуском воды в туалете. Он дает подробные инструкции, не оставляя без внимания ни один аспект. Когда дело доходит до отключения, Юрика неправильно понимает, думая, что он хочет отрезать что-то физически, но на самом деле речь идет об уменьшении расхода воды. Избыточные расходы как на проживание, так и на постоянные расходы. Тацу просматривает все, что у нее есть, просматривая свой календарь. Изучая их финансовую историю, Юрика замечает, что ее муж снял значительную сумму денег, и ей интересно, как они были использованы. Когда ее муж возвращается, Юрика сразу же начинает расспрашивать его о деньгах. Ее муж объясняет, что снял их, чтобы купить подарок к предстоящей годовщине их свадьбы. Юрика в восторге от браслета, который он ей дарит, и пара празднует и рассказывает о своем особом дне. Мику и Тацу уходят, чтобы дать им немного побыть наедине. Мику с нетерпением ждет выхода специального DVD с ее любимым аниме на следующий день. Из-за своих рабочих обязанностей она не может сама пойти в магазин, чтобы прочитать нужное предложение. Она убеждает Тацу пойти вместо нее и тщательно запоминает реплики. По дороге в магазин Тацу сталкивается с несколькими отвлекающими факторами, например, с неотразимой распродажей капусты в овощном магазине. Из-за этих помех трудно запомнить слова. Придя в магазин, Тацу полностью забыл слова. Однако он храбро пробует разные фразы, которые случайно звучат как угрозы в адрес продавщицы. К счастью, приходит другой покупатель и произносит правильную фразу, освежая память Тацу. После того, как DVD был сохранен, этот покупатель упоминает о возможности получить специальную карточку, произнеся другую фразу в другом магазине игрушек. Заинтригованный, Тацу присоединяется к нему в этом поиске. К сожалению, они прибыли слишком поздно, и специальные карточки были распроданы, оставив другого парня разочарованным. Друг Тацу занят на работе и просит Тацу помочь ему позаботиться о его собаке Котицу. И Тацу и Мику влюбляются в этого очаровательного пса. Тацу выводит Котицу на прогулку, но Котицу внезапно отказывается двигаться. Тацу находит это настолько милым, что не может удержаться и делает несколько фотографий Котицу и отправляет их своему боссу. Когда босс Тацу видит фотографии, он настолько очарован миловидностью Котицу, что ему хочется немедленно броситься к Тацу. Однако, пока Тацу гуляет с Котицу, он встречает Куними, которая также выгуливает свою собаку. Поначалу двое мужчин смотрят друг на друга с намерением убить, создавая пугающую ауру. Но оказывается, что у них обоих просто сильное желание погладить собак друг друга, потому что они большие и теплые, что делает их неотразимыми. Куними вызывает свою машину, и Тацу и Котицу садятся в нее вместе со своими собаками. Куними упоминает, что он везет собак в очень интересное место, которое, как оказалось, является собачьим парком. В собачьем парке и собаки, и их хозяева радостно бегают, наслаждаясь проведенным днем вместе. Владелец кафе обратился к Тацу за советом, как обновить меню кафе и привлечь больше клиентов. Тацу сразу же повел его за вдохновением в близлежащее популярное кафе, где они попробовали различные десерты и блюда, рассчитанные на женщин и детей. К удивлению, они оба нашли еду восхитительной, что побудило их временно отказаться от сладостей. Когда они вернулись, Тацу приготовил особый сэндвич с курицей, чтобы хозяин мог его попробовать. Всего один кусочек этого сэндвича переносит хозяина в его юность, пробуждая воспоминания о его прошлых отношениях. Однако оса прерывает ностальгию, появляясь в памяти. Тацу быстро предлагает ему чай, который обжигает рот владельца, вызывая еще одно воспоминание о том, как владелец обжегся сигаретным пеплом во время поездки в Индию. Владелец, уставший и потрясенный, решает удалиться на ночь, поблагодарив Тацу за его усилия. Тацу вознаграждает себя бутербродом. Это пробуждает его собственные воспоминания, включая запах пороха, пулевые отверстия и воспоминания о том, как Мику нашла его раненым в переулке с осой на плече. Присутствие осы означает, что у сэндвича остается неприятный привкус. Маса обедал с Тацу, когда внезапно почувствовал зубную боль. Тацу предположил, что у него может быть кариес,
но Маса быстро придумал историю о драке с 50 головорезами накануне, в которую Тацу не поверил ни на секунду. После обеда Тацу предупредил Масу, что игнорирование зубной боли может привести к ухудшению состояния полости рта. Маса пытается сделать вид, что ничего серьезного нет, и признается, что обычно чистит зубы раз в день. Тацу, однако, подчеркивает важность тщательной чистки зубов 3 раза в день после еды для поддержания хорошей гигиены полости рта. Он объясняет, что пренебрежение уходом за зубами может привести к потере зубов и десен, что, возможно, потребует протезирования на всю оставшуюся жизнь. Маса, наконец, признается, что у него болит зуб, но он боится идти к стоматологу из-за травмирующего опыта детства. Он вспоминает, как его мать обещала сводить его купить что-нибудь перекусить, но вместо этого отвела его прямо к стоматологу. Шок от этого события преследовал его до сих пор, и он до сих пор не может решиться пойти к стоматологу. Несмотря на нежелание Масы, Тацу не принимает отказа. Он избивает Масу, а затем тащит его к дантисту, где наконец решаются проблемы с зубами Масы. По иронии судьбы, у самого Тацу, возможно, тоже начинают болеть зубы. Однажды вечером Тацу и Мику решают вместе посмотреть фильм ужасов. В то время как Мику продолжает пугаться, Тацу ведет себя совершенно спокойно, как будто фильм на него никак не влияет. Однако, как только они ложатся спать, Тацу не может избавиться от образов из фильма ужасов, которые постоянно прокручиваются у него в голове, и он не может заснуть. У него мучительное чувство, что кто-то наблюдает за ним, из-за чего ему еще труднее заснуть. Чтобы отвлечься, Тацу пытается мысленно поиграть в игру с числами, считая воображаемых гангстеров, стоящих вокруг него. Однако его живое воображение приводит к тому, что воображаемые гангстеры ввязываются в драку. Он пытается прислушаться к звукам сна, но его разум постоянно возвращается к мыслям о гангстерах. Отчаявшись хоть немного поспать, Тацу встает и наливает себе стакан теплого молока, распространенного средства для пробуждения сна. Однако, похоже, это не очень помогает. В итоге он также готовит еду из ингредиентов, известных своими снотворными свойствами, но уже слишком поздно что-либо менять. Съешь такой сытный ужин. В конце концов, Тацу возвращается в постель, надеясь уснуть. Как раз в тот момент, когда он собирается задремать, его пугает громкий звук. Оказывается, шум исходит от их кошки, которая пользуется ящиком для мусора. Лидер группы по проживанию поручил Тацу собирать членские взносы. Чтобы помочь ему с этой миссией, он заручился поддержкой Масы. Однако из-за устрашающей внешности и ауры Тацу, когда они ходят от дома к дому, чтобы собрать взносы, жители приходят в ужас, думая, что они стали мишенью мафии. Из-за этого первоначального страха все жители не осмеливаются отказаться от уплаты взносов, поэтому они собирают все деньги. Но Маса не может избавиться от ощущения, что эта работа совершенно не подходит для человека с таким пугающим поведением, как у Тацу. Последний дом, который им предстоит посетить, это высокое здание, которое выглядит довольно богатым. Маса предупреждает Тацу, чтобы он не входил в это здание, так как оно выглядит как опасное место. Когда они входят в офис босса банды, поначалу кажется, что он готов напасть на Тацу из-за его неожиданного присутствия. Однако, услышав, что взносы, которые собирает Тацу, идут на благо района, босс решает подчиниться и платит взносы, избегая любой конфронтации. Мику купила гору хлеба в надежде собрать выигрышные билеты, чтобы получить тарелки с лицами своего любимого кумира. Однако такое огромное количество хлеба создает проблемы с хранением, так как для него нет места. Несмотря на опасения Тацу по поводу излишков хлеба, Мику полна решимости съесть все до конца, чтобы получить выигрышный билет. Ее первоначальный энтузиазм заставляет ее начать есть хлеб, но она быстро понимает, что задача оказывается более сложной, чем она ожидала. Даже несмотря на то, что Тацу и Маса предлагают свою помощь, им всем трудно съесть такое большое количество хлеба. Их желудки быстро наполняются, и они больше не могут есть. В попытке облегчить задачу, Тацу решает проявить творческий подход и приготовить хлеб с другими продуктами, такими как фрукты и сыр, чтобы было легче наслаждаться. Однако, несмотря на все их усилия, им удалось сделать лишь небольшую вмятину в горе хлеба, и в конце концов им пришлось отказаться от этого начинания. Босс банды Тории, которая питает сильную страсть к милым кошечкам, решает замаскироваться, используя только пару солнцезащитных очков, и сходите в кошачье кафе и поиграйте с кошками. Она надеется, что когда она приедет, ее никто не узнает. Однако она встречает Тацу, который работает в кафе неполный рабочий день. Несмотря на неожиданную встречу, начальница не может сдержать своего волнения и начинает играть с очаровательными кошками. Она совершенно очарована этими милыми кошечками, и ее привязанность к ним очевидна. Она даже целует одну из кошек, но Тацу пытается отговорить ее от этого. Продолжая общаться с кошками, она замечает, что одна из них одиноко сидит на полке. Тацу объясняет, что это бездомная кошка, которая неохотно подходит к людям. Однако у нее сильная привязанность к натуральной зеленой траве лесохвост. Не смущаясь, хозяин берет листья лесохвоста на прокат, чтобы поиграть с кошкой. Со временем у нее возникает особая связь с этим конкретным котом,
она чувствует, что он чем-то напоминает ее покойного мужа. В конце концов, она решает забрать кота к себе домой, несмотря на попытки Тацу объяснить, что кот принадлежит кафе. Когда шторм срывает планы Тацу и его жены на пикник, разочарование Тацу берет верх. Он решает противостоять буре лицом к лицу, выражая свое возмущение дерзостью погоды, которая испортила им день. Они укрепляют свой дом, чтобы защититься от сильного ветра и дождя. Однако вскоре Тацу понимает, что человеческая сила не сравнится с мощью шторма. На него упала черепица, что привело к кровоточащей травме головы. Запаниковав, Мику быстро затаскивает его в дом, чтобы обработать раны. Тем временем Маса, похоже, отправляется за крокетами, несмотря на сильный ветер. Он звонит Тацу, чтобы сообщить, что купил немного и для него. Однако ветер такой сильный, что вырывает телефон из рук Масы, в результате чего звонок прерывается. Тацу начинает беспокоиться о безопасности Масы и выбегает на улицу, чтобы проверить, как он там. К счастью, Маса цел и невредим, и Тацу замечает, как он приближается с крокетами в руке. К сожалению, из-за сильного ветра крокеты летят прямо в лицо гангстеру. Чтобы предотвратить возможную ссору, Тацу быстро готовит вкусный сэндвич и запихивает его Масе в рот, которым гангстер с удовольствием наслаждается. Это помогает разрядить напряженность и сохранить мирную обстановку. Тацу, Мику и Маса отправляются в поход в лес. Тацу с его решительным и агрессивным подходом умело устанавливает палатку и колет дрова для костра. Кажется, что его миссия состоит в том, чтобы сделать все идеально подходящим для их походов. Мику и Маса решили отправиться на рыбалку. К счастью, им удалось поймать немного рыбы на ужин. Их план состоит в том, чтобы приготовить рыбу на гриле вместе с овощами и фруктами к рису. Однако случается неприятность, когда неуклюжий Маса случайно роняет горшок с рисом на землю. Тацу, полной решимости спасти их ужин, приказывает Масе подойти к другим отдыхающим и спросить, есть ли у них лишний рис. В конце концов, Маса встречает Тарадзиро, который тоже разбивает лагерь неподалеку и просит у него немного риса. Чтобы отплатить Тарадзиро за рис, Тацу предлагает ему пачку зефира в качестве компенсации. Тарадзиро решает проявить творческий подход и готовит вкусный сэндвич на гриле с начинкой из зефира и бананов, который, как оказалось, пользуется успехом у Масы и Мику. Тацу, который не из тех, кого можно превзойти, демонстрирует свои кулинарные способности, используя все ингредиенты, которые у них есть под рукой для приготовления горячего блюда. Однако несоленая рыба, приготовленная на гриле, в конечном итоге портит все блюдо. Позже соседская хозяйка беседует с Тацу во время обеда и объясняет, что она является членом влиятельной женской ассоциации в этом районе, известной как 8 драконов. Эта ассоциация специализируется на организации частных мероприятий. Они стремятся расширить свое членство и хотят пригласить мужчин присоединиться к группе и внести свой вклад в ее развитие. После оценки кандидатов они пришли к выводу, что Тацу, домохозяйка, является наиболее подходящим кандидатом на эту должность. Тацу проводит в зал заседаний Совета ассоциации, где он знакомится с 8 женщинами, каждая из которых отвечает за определенные обязанности в группе. Президент ассоциации решил проверить пригодность Тацу, попросив его быстро приготовить чайник чая, чтобы все могли им насладиться. Тацу немедленно заваривает чай, разливает его по чашкам и подает дамам. Хотя ему и не хватает некоторой утонченности и элегантности, чай считается удовлетворительным. Однако одна из драконец, дама, отвечающая за составление букетов, не уверена в пригодности Тацу и не одобряет его вступление в ассоциацию. Она считает, что ему не хватает элегантности, необходимой для группы. В попытке доказать свою искренность и обеспечить себе место в ассоциации, Тацу опускается перед ними на колени и выражает свое сильное желание стать частью группы. Тронутая его искренностью и решимостью, девушка, занимающаяся оформлением цветов, соглашается дать Тацу шанс. Она ставит условие, чтобы он посещал ее занятия по оформлению цветов 3 дня в неделю. Тацу без колебаний принимает условия и усердно начинает изучать искусство составления букетов. После некоторого погружения в мир цветов, Тацу чувствует уверенность в своих силах. Он решает пройти тест еще раз, чтобы продемонстрировать свою утонченность и элегантность. На этот раз он элегантно обслуживает дам ассоциации, демонстрируя навыки, которые он приобрел благодаря своей преданности флористике. Признавая его рост, ассоциация наконец позволяет Тацу вступить в их ряды. Тацу смотрит с ней любимое аниме Мику Пола Кьюр, когда она рассказывает ему о ребенке своей подруги, который также является поклонником сериала, но не может наслаждаться им из-за болезни. Мику хочет найти способ подбодрить девочку и обращается за помощью к Тацу. Чтобы скрасить день девочки, Тацу наряжается злодеем из аниме
и эта роль ему легко удается благодаря его внушительной внешности. Однако, когда девочка видит его в злодейском наряде, она разражается слезами, явно напуганная. Быстро соображая, Тацу решает сменить тактику. Он делает симпатичную фруктовую тарелку из принесенных фруктов и дает ее матери подушку, чтобы ей было удобнее. Чтобы придать комнате немного уюта, он аккуратно расставляет цветы. В рамках их плана сделать девочку счастливой, Мику притворяется героем полицейским, в то время как Тацу играет роль злодея. Они разыгрывают реалистичную драку в комнате, поощряя девочку подбадривать их и поддерживать героя. Однако это представление, хотя и с благими намерениями, в конечном итоге приводит к срыву и страданиям. Дежурная медсестра вынуждена вмешаться и попросить их покинуть больницу, чтобы попытаться сделать девочку счастливой и нарушить покой больницы. В один прекрасный день свекор Тацу решает сводить его в клуб хайку, чтобы немного пообщаться. В клубе его тесть вызвался первым прочитать свое стихотворение, и оно было хорошо воспринято членами клуба. Заинтригованный атмосферой, Тацу решает попробовать и тут же сочиняет несколько стихов. Однако его стихи получаются довольно жестокими и далекими от созерцательной природы традиционных хайку. Затем группа отправляется исследовать различные места, в том числе мост и романтический бамбуковый лес, где Тацу продолжает декламировать свои необычные и неуместные стихи. Его тестю приходится вмешаться, чтобы остановить его. Во время своего исследования они натыкаются на команду медведей, которые также декламируют хоку. Удивительно, но босс медведей вызывает группу Тацу на дуэль хайку. Вместо того, чтобы позволить Тацу самому разобраться с этим, его тесть вступается за их команду. Начинается дуэль хайку, и обе стороны начинают декламировать стихи, вдохновленные окружающим миром, включая стрекоз и влюбленную пару. Тацу и люди-медведя с энтузиазмом болеют за свои команды, хотя в стихах нет особого смысла. В конце концов, обе команды пишут впечатляющие стихи, когда темой стихотворения является кошка. Однажды, закончив гладить одежду, Тацу внезапно почувствовал сильную боль в спине, как будто она раскололась пополам. Ему было трудно даже ходить, и он лежал лицом вниз на полу в агонии. Когда Мику увидела его в таком состоянии, она предположила, что он, возможно, вывихнул спину. Однако Тацу с его драматическим талантом настаивает на том, что он был убит снайпером. Несмотря на боль, Тацу упрямо пытается притвориться, что с ним все в порядке, и продолжает заниматься домашними делами. Однако боль настолько сильна, что он даже не может нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы готовить. Заботясь о его благополучии, Мику предлагает взять на себя обязанности повара. В конце концов, Тацу решает заказать доставку еды, чтобы избежать риска, что Мику разрушит кухню. Однако, в конце концов, он понимает, что боль в спине невыносима, поэтому Мику помогает ему обратиться за медицинской помощью, что напоминает ему о первом дне, когда он встретил Мику. Его врач прописал ему пластыри, чтобы облегчить боль. Тацу предупреждает Мику о слухах об извращенце, который бродит по улицам по ночам, поэтому она просит его научить ее некоторым приемам самообороны, чтобы оставаться в безопасности. И Тацу соглашается. Однажды ночью, когда Мику спешила домой с работы, ей вдруг показалось, что кто-то идет за ней по пятам. Опасаясь худшего, она развернулась и быстро ударила человека, который следовал за ней. Затем она схватила его за волосы и нанесла сильный удар в живот. К ее удивлению, человек, на которого она напала, на самом деле Маса, который пытался заговорить с ней, потому что увидел ее на улице. Мику сначала не верит, что это Маса, утверждая, что лицо настоящего Масы не выглядит опухшим, и продолжает избивать беднягу. Парень. В последнее время у блинного фургона Тарадзира возникли проблемы с продажами, и причина в том, что рядом с его фургоном припаркован грузовик с пончиками. Что удивляет Тарадзира еще больше, так это то, что владельцем грузовика с пончиками оказалась его младшая сестра Кахару. Кахару мстит Тарадзира за то, что он сбежал из дома, чтобы работать якудза. В отместку она решает начать продавать пончики, чтобы составить конкуренцию его блинному бизнесу. Кахару даже заключила франшизу с крупной компанией, что позволяет ей обслуживать своих клиентов быстро и эффективно. Тарадзиро разочарован конкуренцией и чувствует себя побежденным. Однако Тацу случайно проходит мимо и говорит Тарадзиро несколько ободряющих слов, призывая его оставаться сильным. Тацу решает купить один из пончиков Кахару, чтобы узнать, из-за чего весь сыр-бор, но он находит его довольно пресным и не впечатляющим. Кахару не согласен с его оценкой, но Тацу полон решимости доказать свою точку зрения. Используя блинную тележку Тарадзиро, Тацу делает свежий пончик с нуля. Сначала Кахару критикует простой внешний вид пончика Тацу, но когда она пробует его, ее переполняет восторг. Тацу объясняет, что его пончик получается вкуснее благодаря любви и заботе, которые он вкладывает в его приготовление, чего не хватает в ее пончиках массового производства. Осознав правду в словах Тацу, Кахару извиняется перед Тарадзиро, признавая, что она открыла свой собственный бизнес, потому что хотела, чтобы ее брат признал ее. В холодный день, когда окрестности покрыты свежевыпавшим снегом, Мику вне себя от радости при виде снега. Однако у Тацу есть другая забота. Он беспокоится, что несколько капель снега и росы на оконном стекле могут привести к образованию плесени,
поэтому он быстро использует стеклоочиститель для удаления росы. Уберите их подальше. Когда Мику уходит на работу, Тацу отправляется за продуктами. Прогуливаясь по заснеженной улице, он случайно сталкивается с группой куними. Они заняты сложной задачей, разгребают снег лопатами. Когда куними замечает, что Тацу наблюдает за ними, он подходит к нему, но, к сожалению, поскальзывается и падает на скользкой земле. У Тацу, который всегда наготове, есть средство, которое может улучшить сцепление обуви в условиях гололеда, и он предлагает его куними. Этот заботливый жест помогает куними встать на ноги. Тацу также замечает усилия группы по расчистке снега и предлагает им дополнительное оборудование, чтобы сделать их работу проще и эффективнее. С новым оборудованием группа куними может расчищать снег быстрее, и Тацу оставляет их, чтобы они могли продолжить свою работу. Тацу, Мику и Маса только что закончили готовить попкорн для домашнего просмотра. В воздухе витает волнение, когда они готовятся к просмотру фильма, но быстро понимают, что у них разные представления о том, что смотреть. Мику очень хочет насладиться своим любимым аниме-сериалом. Тацу, с другой стороны, предпочитает сериал «Кусочек жизни» под названием «Тяжело быть парнем». Между тем, у Масы есть свой уникальный вкус. Он фанат фильмов, в которых темы якудзы сочетаются с чудовищными существами. После часа обсуждения они наконец пришли к компромиссу и остановились на просмотре «Королевы львов». Однако их трудности еще далеки от завершения, когда Тацу настаивает на просмотре версии с субтитрами, а Мику на дублированной версии. Это разногласие приводит к очередному раунду споров, еще больше продлевая день просмотра фильма. Мику оказывается в затруднительном положении, когда коллега просит ее позаботиться о ее хомячке. В их доме живет гангстер и беспокойный кот, что делает обстановку неподходящей для маленького питомца. Тацу решает найти для него временного опекуна. Его первый вариант – попросить Масу присмотреть за хомячком. Маса питает слабость к этому маленькому существу, но испытывает финансовые трудности и не может позволить себе купить еду для себя, не говоря уже о домашнем животном. Тогда Тацу относит хомячка своему боссу, надеясь, что тот, возможно, согласится позаботиться о нем. Однако у его босса есть собака, которая должна одобрять любое новое пополнение в доме. К сожалению, хомячок укусил собаку за нос, что вызвало настоящий испуг. В результате хозяин решил не держать хомячка у себя, так как не хочет, чтобы его любимая собака пострадала. У Тацу почти не осталось выбора, и он оказался на обочине дороги, не зная, куда дальше отвезти хомячка. Двое полицейских, проходивших мимо, заметили его странное поведение и остановились, чтобы поинтересоваться, что он делает. Тацу, полной решимости защитить милое маленькое животное, отказывается отдать его, опасаясь, что его могут отобрать. Однако у полицейских возникают подозрения, что Тацу может скрывать что-то незаконное. Они настаивают на том, чтобы посмотреть, что у него в руках, и Тацу неохотно показывает хомячка. К их удивлению, они находят хомячка невероятно милым, и Тацу объясняет ситуацию. Почувствовав сочувствие, полицейские соглашаются временно приютить крошечное существо. У Тацу происходит неожиданная встреча с Тарадзиро, который охотно рассказывает, что нашел уникальный продукт. Тарадзиро приглашает Тацу на встречу в выходные, чтобы попробовать этот интригующий продукт. Оказалось, что это палатка, выполненная в виде сауны. Тарадзиро, всегда стремящийся к успеху, наливает ароматическую воду на горячие камни внутри сауны, создавая невероятно насыщенную паром атмосферу. Тацу и Тарадзиро решают посмотреть, кто больше вспотеет, и с энтузиазмом обмахивают сауну веером, чтобы усилить жар. Они переусердствовали, и в сауне стало невыносимо жарко. В итоге и Тацу, и Тарадзиро сходят с ума от невыносимой жары. В ответ Мику дает Тацу пощечину, чтобы привести его в чувство, в то время как Кохару делает то же самое с Тарадзиро. После этого их обоих бросают в реку, чтобы они остыли. У Мику на работе намечается игра в гольф с несколькими клиентами, но у нее нет опыта игры в гольф. К счастью, Тацу, обладающий знаниями, полученными во времена якудзы, предлагает научить ее играть. На следующий день, выйдя на поле для гольфа, Тацу начинает с того, что обучает Мику различным позициям для игры в гольф. Он демонстрирует, как бить по мячу, и при этом последовательно отбивает пробные мячи, каждый раз отправляя их немного дальше. Затем Тацу раскрывает секрет Мику: когда бьешь по мячу, никогда не бей дальше босса, но и не делай это слишком очевидным. Мику следует его указаниям и практикуется в ударах по мячу. Тацу также подчеркивает важность похвалы ударам босса, восторженно восклицая «отличный удар». Они продолжают тренироваться, и Мику делает успехи, но все еще пропускает несколько ударов. Однако их тренировка внезапно прерывается, когда налетает ворона и крадет у них мяч для гольфа. Тацу, Масса и несколько человек их босса отправляются в лес нарвать побегов бамбука. Масса, которому не хватает знаний о побегах бамбука, пытается собрать большой побег. Однако Тацу быстро вмешивается, сообщая ему, что более высокие побеги бамбука горькие, и что им следует поискать более короткие побеги, которые лучше употреблять в пищу. Группа начинает выкапывать побеги бамбука, но их усилия прерываются, когда появляется стая обезьян и начинает
начинает красть урожай. Маса не из тех, кто отступает, он угрожает обезьянам. Однако, несмотря на все их усилия, обезьяны убегают, прихватив большую часть побегов бамбука. В конце концов, у группы остается только крошечный кусочек бамбукового побега, который нужно принести обратно, а это совсем не то количество, которое просил их босс. Чтобы спасти ситуацию, Тацу берет единственный побег бамбука, который у них есть, и готовит из него несколько блюд для своего босса. К счастью, боссу это блюдо нравится. Тацу и его спутники решают поужинать в ресторане мистера Чена, где есть специальное блюдо в меню – острый сычуаньский хот-pot. Перед рестораном стоит задача: если клиенты смогут доесть все блюдо в течение 30 минут, то это будет бесплатно. Им не терпится насладиться трапезой и выиграть награду за бесплатное питание. Однако, как только они откусывают первый кусочек, их поражает необычайная острота блюда. Несмотря на сильную жару, они не могут устоять перед восхитительным вкусом. Тацу замечает, что Маса тянется за водой и предупреждает его, чтобы он не пил, объясняя, что вода только усилит остроту, вместо того, чтобы смягчить ее. К сожалению, Мику не выносит жары и пьет воду, тем самым лишая себя права участвовать в соревновании. Маса тоже не может продолжать. Тацу полон решимости довести дело до конца и просит мистера Ченя принести большую миску риса, чтобы смешать его с горячим горшочком, надеясь, что это поможет сбалансировать остроту. Однако в итоге он тоже оказывается в нокауте, не в состоянии закончить испытание из-за того, что был слишком полон. Тацу неожиданно наносит визит в дом Масы, чтобы быстро проверить, все ли в порядке в доме. Однако, войдя в дом, он сразу же ощущает сильный затхлый запах, который, кажется, исходит от обуви и одежды, сушащихся внутри. К счастью, Тацу приготовил несколько трав для борьбы с неприятными запахами. Они вместе развесили венок из трав, который сделали, чтобы освежить воздух. Однако их попытка избавить дом от неприятных запахов принимает неожиданный оборот, когда они замечают таракана. Маса, пытаясь справиться с насекомым, поднимает его руками. Мгновенно отреагировав, Тацу сильно бьет Масу, отчего тот вылетает за дверь. Однажды вечером группа собирается, чтобы поделиться страшными историями. Мику начинает с рассказа о страшной ситуации в ее офисе, которую Маса отвергает как не очень пугающую. Затем он рассказывает историю из своего родного города о группе молодых людей, которые забрались в заброшенное здание, но их преследовала высокая женщина-призрак, которая ползала на четвереньках. У этой истории незавершенный финал, что приводит к некоторой путанице. Затем настает очередь Тацу рассказывать историю, и он начинает рассказывать о проклятии, которое недавно обрушилось на него. С мрачным выражением лица он объясняет, что несколько дней назад увидел по телевизору рекламу свежего снежного краба в продаже, которому не терпелось насладиться этим деликатесом, тут же заказал совершенно новую коробку, которая была доставлена ему домой на следующий день. Однако, когда он открыл морозильную камеру, он был потрясен, обнаружив, что там все еще хранятся крабы, похожие на те, что он купил год назад. Тацу не может не задаться вопросом, не стал ли он жертвой проклятия крабов, которых он не приготовил. Мику и Маса, не впечатленные, соглашаются, что это вовсе не страшная история, а скорее пример забывчивости Тацу. В конце концов, Тацу готовит крабов, чтобы они могли насладиться ими в тот вечер. Попытка Тацу заставить Сузу, дочь подруги Мику, которая очень привередлива в еде, есть овощи, принимает довольно необычный оборот. Когда Тацу приходит к ним домой, он понимает, что Сузу испытывает сильное отвращение к овощам. Он решает приготовить блюда, в которых будут спрятаны измельченные овощи, чтобы незаметно включить их в свой рацион. Однако чувствительность Сузу к овощам удивляет Тацу. Она может определить наличие овощей, просто понюхав еду. Столкнувшись с этой проблемой, Тацу прибегает к рассказыванию историй. Он достает морковку и рассказывает трагическую историю о морковке, которую отвергли дети. Затем морковка умоляет, чтобы они разрешили добавить ее в карри, так как дети любят карри, и таким образом им может понравиться бедная морковка. Похоже, что история срабатывает, и Сузу начинает проявлять интерес. Но Тацу решает добавить несколько кровавых подробностей о судьбе моркови в карри, что в конечном итоге сводит на нет его собственную попытку заставить Сузу есть овощи. Тацу решает помочь домовладельцу прополоть газон и заручается поддержкой Масы в этом процессе. Маса в итоге получает синяки на руках от агрессивной травы, когда пытается выдернуть сорняки. Чтобы повысить эффективность работы и защитить руки Масы, Тацу снабдил его специальными перчатками. Имея в руках нужные инструменты, они справляются с работой намного лучше. Тацу делает еще один шаг вперед, создавая самодельное средство для уничтожения сорняков, используя уксус и моющее средство для уничтожения сорняков на корню. Его метод напоминает перестрелку, когда он распыляет средства для уничтожения сорняков, как ковбой. В конце концов, их тяжелая работа вознаграждается, когда хозяин дома приходит предложить им прохладительные напитки в знак признательности за их усилия. Тацу встречает Рёту и другого мальчика, которые горячо спорят о том, кто сильнее, жуки-носороги или жуки-олени.
Тацу присоединяется к разговору, принимая сторону жука-носорога как более сильного насекомого. Однако внезапно появляется Тарадзира и приводит доводы в пользу того, что жуки и олени являются самыми сильными. Вместо того, чтобы разрешить спор, вмешательство Тарадзира превращает дискуссию в ожесточенную битву между двумя хулиганами, которые назначают дату физического поединка своих жуков, чтобы определить превосходящее насекомое. Когда наступает день битвы жуков, два жука вступают в схватку, но исход остается безрезультатным, так как оба жука в конечном итоге улетают. Тацу замечает, что маленькие магазинчики в его районе испытывают трудности из-за конкуренции со стороны близлежащих торговых центров. Чтобы помочь этим продавцам, ему пришла в голову идея открыть уличный торговый киоск. В его киоске продаются ножи, и Тацу сразу же демонстрирует, насколько они острые, чтобы привлечь покупателей. Удивительно, но люди тянутся к ножам и начинают собираться вокруг киоска. Кроме того, он также помогает продавцу одежды продавать товары из аниме. Несмотря на то, что изначально он торговался за более выгодную цену, молодой покупатель в конечном итоге покупает товар, что делает ситуацию беспроигрышной для обеих сторон.